Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, давайте же посмотрим, что же посоветует нам Таро на завтра. Что же, по мнению Таро, важно знать для вас завтра? Первое, что хочу сказать, завтра вы сами себя будете пытаться сдерживать, вы сами, потому что существуют какие-то у вас установки, какие-то мнения, которые вам мешают именно увидеть истинную картину ситуации, которые будут происходить завтра. Знаете, по этой карте даже можно увидеть: откройте глаза, развяжите руки и уберите вокруг себя все эти блоки, освободитесь, и тогда вы ясно сможете видеть картину. Но, как я понимаю, сделать это в пределах одного дня, практически невозможно, поэтому, насколько понимаю, будете переживать. Что-то будет не получаться, что-то будет идти не так, как вы себе запланировали, и, соответственно, вам будет нелегко сойти с вашего пути и посмотреть вправо-влево. Потому что выходы-то, знаете, как выход есть всегда и как минимум два. Это да, из любой, даже самой патовой ситуации. В любой ситуации, если на нее смотреть с разных сторон, можно найти позитивные и негативные аспекты. Поэтому только вы можете открыть глаза, развязать себе руки и принять правильное решение. Вот самое интересное, что мнение других людей вы даже не будете слышать. Вы будете их слушать. Знаете, слушать и слышать – это два разных глагола. Иногда человек слушает, но он не слышит. И это не важно, сколько лет человеку. Да, чем старше мы становимся, тем хуже мы именно воспринимаем информацию, тяжелее нам информацию в себя выучить что-то даже. Вот. Но опять же, если тренировать, то у меня самое интересное в последние годы, наоборот, стало мне намного легче принимать информацию и изучать информацию. Я для этого готовила себя и училась. Учила себя быстро читать, учила себя быстро впитывать информацию. Но это, опять же, мой род деятельности требует. А простой среднестатистический человек, соответственно, не всегда может слышать. Особенно, когда эмоции. Под эмоциями, да, мы слушаем, но мы не слышим. Я иногда помню, я даже своей дочери говорила: ты меня слушаешь, но ты меня не слышишь. Она тогда не могла понять, что я имею в виду. А сейчас и она понимает. Будут какие-то переживания, будут какие-то поиски выхода, но видеть вы этого не будете по той простой причине, что вы сами и блокируете нахождение выхода. Смотрим дальше, что еще нам скажут карты. И карта говорит, что все в ваших силах. Именно вы имеете все возможности, все инструменты, все, что вам надо для того, чтобы решать даже самые сложные проблемы. И единственное, что тут надо уверенно и спокойно искать выход. И знаете, иногда самый простой вопрос ставит нас в тупик. И тут может быть и такая ситуация тоже. Но по этой карте, это карта силы. Единственное, что эта карта сила, но не давите на себя, не давите на других людей, потому что иногда давление на себя и на людей тоже не дает вам увидеть ясную картину происходящего и не дает вам принять правильное решение. Кстати, ярко здесь вижу ситуации в отношениях. И в отношениях, вы знаете,
Тут действительно может влиять ваши прошлые опыты, и вы от них не избавились, вы их не проработали. И, соответственно, вы сегодня сами себя закрыли от ясного видения картины. Открывайтесь, и все будет здорово. Давайте посмотрим еще одну. Вот опять карта, это королева кубков, а королева кубков это женщина довольно-таки раскрепощенная, открытая, и женщина, которая ищет не только стандартные выходы из ситуаций, а иногда может быть, знаете, как для облегчения ситуации, что-то может быть и смешное, легкое. Вот тут и карта и говорит, легче и более творчески подходите к любым ситуациям. Я знаю, я уже слышу некоторых из вас, он такой-сякой, она такая-сякая, как же я могу подходить к творчески? Но прежде всего, знаете, как это ни странно, принять человека со всеми его плюсами, минусами, со всеми его тараканами. Иначе нет смысла быть в отношениях, если это касается отношений. Но в принципе, вот из того, что я здесь вижу, это все будет касаться отношений, только не для всех отношений в паре, для некоторых отношений в семье, а для некоторых отношений на работе или в бизнесе. Поэтому отношения – это работа, и это постоянная работа, и, знаете, иногда это работа не одного человека. И, в принципе, от того, как вы относитесь к человеку, зависит отношение человека к вам. Помните об этом.